Офицер Сара Митчелл совершала свой ночной обход тихих улиц Пайн-Риджа, городка, известного своим спокойствием. Была осенняя ночь, и холодный ветер гнал листья по тротуарам, когда Сара припарковала свою патрульную машину у местного супермаркета «Ридж Март». Однако в тот обычный вечер ее внимание привлекло нечто необычное. Маленькая девочка в одиночестве сидела у входа в магазин, крепко сжимая в руках тряпичную куклу. Внезапно Сара огляделась по сторонам в поисках кого-нибудь, кто мог бы позаботиться о ребенке. Но парковка была почти пуста. Обеспокоенная, она медленно приблизилась к девочке, которой на вид было около 3 лет. «Привет, милая», — сказала Сара, опускаясь на колени рядом с ребенком. «Ты потерялась? Где твои родители?» Девочка подняла полные слез глаза и всхлипнула. «Моя мама больше не хочет меня видеть», — пробормотала она. Она говорила тихим голосом, с трудом выговаривая слова. Эти слова глубоко задели Сару. Чутье полицейского подсказывало ей, что что-то не так, но боль в голосе ребенка задела ее за живое. Она еще раз огляделась, но вокруг не было видно ни одного взрослого. «Как тебя зовут?» — спросила Сара, пытаясь успокоить ее. «Эмили», — ответила девочка, еще крепче прижимая к себе куклу. Не колеблясь, Сара схватила рацию и связалась с диспетчером. «Диспетчер, это офицер Митчелл. У меня 3-летний ребенок, один на парковке в Риджмарте. Я прошу подкрепления, чтобы помочь найти стражей». Ожидая ответа от диспетчера, Сара заметила, что Эмили проголодалась. Достав сэндвич из коробки для завтрака, она предложила его девочке, которая приняла его с застенчивым видом. Маленькая Эмили начала есть медленно, явно умирая от голода, но все еще напуганная. «Не волнуйся, Эмили», — сказала Сара, стараясь, чтобы ее голос звучал ободряюще. «Я помогу тебе найти твою маму». Вскоре после этого прибыла группа поддержки. Быстро появилась Джессика Купер, одна из коллег Сары. «Что у нас здесь?» — спросила Джессика, опускаясь на колени, чтобы поговорить с ребенком. Она сказала, что ее мать больше не хочет ее видеть. Больше. «Я не нашла никого, кто бы отвечал за нее», — объяснила Сара с беспокойством, наблюдая за Эмили. «Давайте отвезем ее в участок. Возможно, там мы сможем получить больше информации», — предложила Джессика серьезным тоном. На вокзале Пайн-Ридж Эмили встретила Меган Харпер, дежурный социальный работник. Меган и я со всем ее опытом и терпением предложили девочке игрушки и попытались вовлечь ее в беседу. Но Эмили была замкнута, явно травмирована. В конце концов, Меган удалось вытянуть несколько слов из девушки, которая упомянула дом с синими дверями. Это была смутная подсказка, но это была единственная деталь, которую Эмили могла сообщить. «Дом с синими дверями», — повторила Сара, пытаясь сложить все воедино. «Это зацепка, я проверю ее». Тем временем Меган заботилась об Эмили, стараясь, чтобы девочке было спокойно и комфортно. Сара, однако, чувствовала растущую потребность понять, что случилось с этим ребенком. Слова Эмили «Моя мама больше не хочет меня видеть» всплыли у нее в голове. Вернувшись в офис, Сара начала изучать все записи о домах, которые могли бы соответствовать описанию Эмили. В Пайн-Ридже было несколько заброшенных районов, и через некоторое время Сара нашла то, что привлекло ее внимание. Дом на окраине города, известный своими голубыми дверями и заброшенным состоянием. «Может быть, это оно и есть», — пробормотала Сара себе под нос, записывая адрес. Было известно, что это место пустовало много лет, но Сара знала, что должна его проверить. Она схватила ключи и направилась прямиком к указанному месту. Получив эту информацию, Сара поняла, что приблизилась к разгадке того, что случилось с Эмили и ее матерью. Следующей остановкой должен был стать дом с синими дверями, где, как она надеялась, она найдет ответы на свои вопросы. На следующий день Сара поехала в то место, которое обнаружила во время своих поисков, в дом с голубыми дверями. Это был отдаленный и редко посещаемый район, старый и забытый район Пайн-Риджа. Когда Сара приблизилась,
У нее по спине пробежал холодок. Дом, который, вероятно, когда-то был красивым, теперь лежал в руинах. Голубые двери выцвели, стали почти серыми, а двор выглядел так, словно был заброшен много лет назад. Она припарковалась на другой стороне улицы и прошла через ржавые ворота, которые громко заскрипели, когда они распахнулись. Тишина вокруг была тревожной, если не считать звука ее шагов по гравию. Сара толкнула входную дверь, которая была слегка приоткрыта. Внутри все было покрыто пылью и паутиной. Старая мебель была разбросана по всей комнате, как будто прежние обитатели покидали ее в спешке. Медленно прогуливаясь по залу, Сара заметила кое-что, что привлекло ее внимание. На стене висело несколько старых фотографий, некоторые из которых выцвели от времени. Подойдя ближе, она узнала лицо Эмили. Младшая девочка была запечатлена на фотографии с женщиной, которую Сара приняла за свою мать. «Должно быть, это произошло недавно», – пробормотала Сара, изучая детали. Рядом с фотографиями стояла маленькая деревянная шкатулка. Сара осторожно открыла ее и обнаружила письма и документы. В одном из писем, написанном дрожащим почерком, было написано «Я больна. Я не знаю, сколько времени у меня осталось. Мне нужна помощь, но я не знаю, к кому обратиться». Сердце Сары сжалось. Слова в письме подтвердили ее подозрение, что мать Эмили была в отчаянии и, возможно, не могла заботиться о своей дочери. Что произошло дальше? Просматривая письма, Сара услышала шум наверху. Ее тело мгновенно напряглось. Там кто-то был? Ее. Схватив фонарик и пистолет, она медленно поднялась по лестнице, стараясь не шуметь. Наверху она заметила, что одна из дверей закрыта. Сара осторожно повернула ручку и вошла в комнату. Внутри картина была еще более удручающей. На полу валялся старый матрас, а в углу были свалены грязные одеяла. Когда Сара приблизилась, под одеялами что-то зашевелилось. Сердце бешено колотилось. Она посветила фонариком и увидела, что там прячется мужчина, грязный и взъерошенный. «Не двигайся», — приказала Сара, крепко сжимая пистолет. Мужчина медленно поднял руку, глаза его расширились от страха. «Я ничего не делал, я просто прячусь здесь», — сказал он дрожащим голосом. Сара, не сводя с него пистолета, твердо спросила: «Кто ты? Что вы знаете о девушке, которая жила здесь?» Мужчина с трудом сглотнул, все еще дрожа. Я видел ее мать. Она была очень больна. Я жил здесь некоторое время, но... Однажды она просто исчезла», — ответил он срывающимся голосом. Сара слегка опустила пистолет, но оставалась настороже. Он казался скорее испуганным, чем опасным, но это не означало, что она ему доверяла. «А отец? Вы знаете, где он?» — спросила Сара, теперь ее больше интересовал ответ. Мужчина покачал головой. Ее отец исчез давным-давно. Я слышала, что он был связан с опасными людьми, но я никогда его не видела. После исчезновения матери я просто осталась здесь, слишком напуганная, чтобы уехать. История, которую услышала Сара, казалась правдоподобной. Мать Эмили либо умерла, либо исчезла, а ее отец был связан с преступниками. О девочке некому было позаботиться. «Мне нужно, чтобы вы сейчас же ушли», — сказала Сара, указывая на дверь. «В этом доме будет проведено расследование». Мужчина быстро кивнул и ушел, не причинив больше никаких неприятностей. Сара в последний раз оглядела комнату, ощущая тяжесть того, что она обнаружила. Она знала, что хотя и нашла кое-какие ответы о матери Эмили, дело еще далеко не раскрыто, и следующим шагом будет дальнейшее расследование местонахождения отца. Вернувшись в участок, Сара сообщила Меган о своих находках. Мать Эмили, вероятно, умерла в том доме, а отец, связанный с преступниками, пропал. Сара сказала, что Эмили совсем одна, а Меган внимательно слушала. Меган посмотрела туда, где спала Эмили, все еще сжимая в руках свою куклу. Итак, она теперь сирота, а отец... Представляет ли он угрозу? «Если он замешан в незаконной деятельности, то да», — ответила Сара. «Нам нужно найти его, но если он не объявится,
Я позабочусь о том, чтобы у Эмили было безопасное будущее, так или иначе. Сара знала, что не может бросить девочку сейчас. Расследование в отношении отца девочки продолжалось, но решение о будущем Эмили становилось все более ясным в ее сердце. В последующие дни Сара не могла выбросить Эмили из головы. Расследование в отношении отца девочки продвигалось медленно, и неопределенность будущего тяжелым бременем лежала на ее плечах. Сара уже знала, что у Эмили никого нет. Ни отца, ни матери, и мысль о том, что она может оставить ее на милость системы усыновления, огорчала ее. Во время одного из своих визитов в участок Сара решила прогуляться с Эмили по парку. Девочка стала более открытой, но по-прежнему вела себя тихо, держа свою куклу так, словно это была ее единственная связь с прошлым. «Я бы хотела стать твоей новой мамой, Эмили». Сара искренне ответила, держа девочку за руку. Эмили застенчиво улыбнулась и, наклонившись к Саре, слегка обняла ее. Это был первый явный знак доверия со стороны Эмили, и Сара знала, как много это значит. Но прежде чем она смогла всерьез задуматься об удочерении Эмили, произошло нечто новое и неожиданное. Меган, социальному работнику, позвонили родственники, которые искали девочку. Ричард и Маргарет Томпсон, бабушка и дедушка Эмили по материнской линии, узнали о смерти своей дочери и отчаянно пытались найти внучку. Услышав эту новость, Сара почувствовала, как у нее по спине пробежал холодок. Хотя Сара знала, что бабушка и дедушка имеют юридический приоритет, мысль о потере Эмили после всего, что они пережили вместе, причиняла ей боль. Когда Ричард и Маргарет прибыли на станцию, Сара встретила их с опаской. Это была пожилая пара, у обоих были усталые и обеспокоенные лица. Печаль по поводу смерти их дочери была написана на их лицах, и их желание заботиться о внучке было очевидным. Мы искали Эмили несколько месяцев. Мы не знали, что случилось с нашей дочерью, пока не получили известие, сказала Маргарет дрожащим голосом. Мы просто хотим вернуть нашу внучку. Мы хотим заботиться о ней. Сара посмотрела на Эмили, которая рассеянно играла со своей куклой, не замечая напряженности в комнате. Чувство ответственности и любви к девочке возросло настолько, что ей было трудно думать о том, чтобы отпустить ее. Но она знала, что у бабушки и дедушки тоже были законные права на девочку. «Я понимаю. Я знаю, ты хочешь как лучше для Эмили, но я должен быть честен. Она через многое прошла. Ей будет трудно адаптироваться к таким большим переменам прямо сейчас», сказала Сара, пытаясь найти баланс между разумом и эмоциями. Бабушка и дедушка кивнули, понимая, о чем говорит Сара. Они знали, что их внучка привязалась к Саре, и последнее, чего они хотели, это причинить еще больше страданий. «Мы хотим познакомиться с Эмили, но не хотим лишать ее чего-то стабильного», сказал Ричард, глядя на свою внучку со слезами на глазах. «Если ты важна для нее, Сара, мы хотим, чтобы ты оставалась частью ее жизни». Слова Ричарда принесли облегчение, которого Сара никак не ожидала. Она все еще крепко прижималась к Саре, но переход происходил более плавно, чем обычно. Саре так показалось. Затем, как раз когда все, казалось, встало на свои места, возникло новое осложнение. Во время одного из обычных визитов в участок Меган поступил еще один звонок. На этот раз от человека, от которого Сара не ожидала услышать. Отец Эмили был найден. Джонатан Миллер, заключенный в тюрьму в другом штате, хотел связаться с ней. Он узнал, что его дочь жива, и, казалось, был заинтересован в том, чтобы отстоять свои родительские права. От этой новости у Сары упало сердце. Джонатан, замешанный в преступной деятельности, теперь хотел получить второй шанс. Это все усложнило. Сара знала, что по закону Джонатан по-прежнему имеет отцовские права,
но это поставило Эмили перед новой дилеммой. Как бы девушка отреагировала на внезапное возвращение мужчины, которого она никогда не знала? И, что более важно, не будет ли он представлять угрозу безопасному будущему, которое все пытались построить для нее? Новость о том, что Джонатан Миллер, отец Эмили, хочет быть частью ее жизни как бомба, обрушилась на Сару и бабушку с дедушкой девочки. Джонатан, заключенный в тюрьму в соседнем штате за участие в банде наркоторговцев, хотел отстоять свои родительские права. Даже находясь за решеткой, он нанял адвоката и намеревался бороться за то, чтобы быть частью жизни Эмили. Сара, Ричард и Маргарет собрались, чтобы обсудить, что они будут делать дальше. Все были на взводе. Они знали, что по закону Джонатан все еще оставался отцом Эмили, и тот факт, что теперь он хотел участвовать в ее жизни, все усложнял. «Он исчез, когда Эмили больше всего в нем нуждалась», — сказал Ричард, и в его голосе прозвучало разочарование. «Как он может просто появиться сейчас и захотеть стать ее отцом? Система позволяет это. Однако убедить его сдаться будет нелегко. Он боролся за второй шанс, и суд должен был выслушать его версию событий. Слушание было назначено, и Сара знала, что это будет решающий момент для будущего Эмили. В течение этого времени Эмили продолжала навещать своих бабушку и дедушку, но теперь в воздухе витало напряжение. Девочка была еще слишком мала, чтобы понимать, что происходит, но она чувствовала тревогу окружающих ее взрослых. «Я знаю, что подвел ее», — сказал Джонатан, глядя прямо на судью, «но я хочу получить второй шанс. Я хочу стать отцом своей дочери». Ричард и Маргарет, взволнованные, представили свои собственные аргументы. Эмили уже начала налаживать отношения с ними и с Сарой. Возвращение Джонатана в ее жизнь, особенно учитывая его криминальное прошлое, может дестабилизировать обстановку в девушке. На протяжении всего судебного процесса Сара стояла рядом с бабушкой и дедушкой, держа Маргарет за руку и стараясь сохранять спокойствие. Она знала, что суд не будет торопиться с принятием решения, но на карту было поставлено будущее Эмили, и все были обеспокоены тем, что может произойти. Судья постановил, что Джонатан будет иметь право на свидание, пока продолжается расследование дела. Хотя решение было принято в пользу бабушки и дедушки, тот факт, что Джонатан теперь участвовал в жизни Эмили, означал, что борьба была далека от завершения. Все еще боялись, что он может потребовать полной опеки. Первое посещение под присмотром было напряженным. Джонатана привезли под присмотром, и Эмили, которая его не знала, была смущена и замкнута. Встреча была короткой и неприятной. Джонатан попытался подойти к дочери, но девочка только отшатнулась, прижимая к себе куклу и прячась за спину Сары. «Кто он?» – спросила Эмили, со страхом глядя на Сару. «Он из тех, кто пытается узнать тебя получше, милая», – ответила Сара, не зная, как объяснить ситуацию девушке. Визиты продолжались, но связь между Джонатаном и Эмили так и не установилась. С каждым визитом Джонатан казался все более расстроенным, в то время как Эмили все больше отдалялась от него. Она не знала его, и травма от того, что ее бросили, и она жила на улице, все еще преследовала ее. Она не могла доверять незнакомцу, который так поздно появился в ее жизни. Затем, после нескольких неудачных попыток, произошло нечто неожиданное. Во время одного из посещений, под наблюдением Джонатана, он наблюдал за игрой Эмили издалека, не приближаясь к ней. И вдруг он сделал то, чего никто не ожидал. «Я сдаюсь», — сказал он тихим, покорным голосом. Он посмотрел на присутствующих социальных работников, затем на бабушку и дедушку Сары и Эмили. «Я знаю, что подвел ее. Я знаю, что вы можете дать ей то, чего не смог я. Я больше не буду ссориться. Ей будет лучше с тобой».
В комнате воцарилась тишина. Джонатан, потерпевший поражение, принял трудное решение. Первое, но для всех присутствующих оно показалось самым разумным. Он подпишет бумаги об отказе от родительских прав, что позволит Эмили остаться с бабушкой и дедушкой, и, конечно же, с Сарой, которая по-прежнему будет играть важную роль в жизни девочки. После решения Джонатана отказаться от опеки над Эмили, ситуация, наконец, начала стабилизироваться. Девочка официально находилась на попечении своих бабушки и дедушки, Ричарда и Маргарет, а также Сары. Сара по-прежнему была ее крестной матерью и играла важную роль в жизни Эмили. Когда усыновление было завершено, все почувствовали облегчение. Наконец-то у Эмили был стабильный и любящий дом. Однако эмоциональное воздействие ситуации не исчезло бы так быстро. Несмотря на весь хаос и боль, которые принесла эта ситуация, Сара почувствовала, что ее жизнь стала более полноценной с тех пор, как она встретила эту девушку. Однажды солнечным днем, когда Сара и Эмили играли вместе на заднем дворе дома бабушки и дедушки, Маргарет подошла к ним с теплой улыбкой, потому что с тех пор, как все разрешилось, она стала другим ребенком. Маргарет прокомментировала это, наблюдая, как ее внучка бежит по лужайке. «За то, что ты сделала для нее, Сара, мы никогда не сможем отблагодарить тебя в полной мере». Это был первый раз, когда девочка что-то праздновала с тех пор, как все произошло. Дом был наполнен разноцветными воздушными шарами, а Эмили выглядела сияющей. Улыбка на лице девочки была такой, что Сара никогда не забудет. Наблюдая за происходящим издалека, Сара почувствовала, как маленькая ручка сжала ее руку. Эмили подняла на нее большие, ясные глаза. «Спасибо, что ты моя подруга», — сказала Эмили, застенчиво улыбаясь. Последующие месяцы были временем адаптации и роста. Эмили, наконец, начала чувствовать себя в безопасности и окруженной любовью и заботой. Боль от того, что ее бросили, все еще не прошла. Но Сара, Ричард и Маргарет были полны решимости помочь девочке двигаться вперед, предоставив ей дом, где она могла бы процветать. Хотя Джонатан больше никогда не выходил на связь, его решение отказаться от родительских прав стало величайшим проявлением любви, которое он мог проявить к своей дочери. Это позволило Эмили вести стабильную жизнь, свободную от опасностей и нестабильности, которые он принес с собой. Но со временем Сара поняла, что Эмили научила ее большему, чем любой другой случай в ее карьере. Этот ребенок, который так много потерял, все еще мог улыбаться и верить в любовь. Это было то, что глубоко тронуло Сару, заставив ее задуматься о своем собственном выборе и своем будущем. Однажды, когда Сара и Эмили, как обычно, прогуливались по парку, девочка остановилась и посмотрела на небо, словно размышляя о чем-то важном. Через несколько секунд она повернулась к Саре. «Или ты думаешь, что моя мама сейчас счастлива?» Вопрос застал Сару врасплох, но она знала, как важно отвечать осторожно. «Я думаю, твоя мама была бы очень рада узнать, что о тебе заботится, и что ты такая сильная и храбрая», ответила Сара, держа девочку за руку. Эмили улыбнулась, как будто этот ответ ее утешил. Они продолжали идти, и Сара знала, что, несмотря на боль прошлого, у Эмили впереди светлое будущее, что бы ни случилось. Она всегда была рядом с девочкой, заботясь о том, чтобы мир стал для нее более безопасным и любящим. Связь между ними была нерушимой. Сара была не просто офицером полиции, нашедшим потерявшегося ребенка. Она стала для Эмили настоящей матерью, человеком, которому Эмили могла доверять и любить. И точно так же Эмили стала незаменимой частью жизни Сары. Рядом с бабушкой и дедушкой и Сарой у Эмили наконец-то была семья, которой она заслуживала. Семья, построенная не только на крови, но и на любви, заботе и обещании, что независимо от того, что ждет ее в будущем, она больше никогда не будет одинока.